Я попробовала сделать сумку из пластиковой канвы с новым узором, а также с новой необычной пряжей. А необычная пряжа тем, что она идет вот такая плоская и красивого металлического цвета. Также для сумки понадобится цепочка и фурнитура. Я продела кусочек пряжи в иголку с большим ушком и, начиная с угловой клеточки, вытянула, оставив небольшой кончик. Затем от этого места отсчитываю 7 клеточек вверх и туда продеваю заново иголку, делая такой вот первый длинный стежок. И у меня получилась вот такая полосочка на 7 клеточек. Затем я возвращаюсь в нижнюю часть, откуда начинала, и продеваю иголку в соседнюю клеточку. Вытягиваю нить, и на изнанке я также проверяю, чтобы все красиво аккуратно легло. Затем продеваю иголку уже в соседнюю клеточку сверху. И у меня получается еще один такой длинный стежок на 7 клеточек. И я продолжила так продевать, сделав всего 7 таких полосочек. Так я сделала свой первый квадрат с вертикальными полосочками, далее уже будут горизонтальные. Отсчитываю от первого квадрата 7 клеточек в сторону и также продеваю, делая вот такие стежки, аккуратно, чтобы они выглядели на лицевой и изнаночной стороне. Клеточки между квадратами получаются общие. И теперь уже продеваю 7 таких полосочек в ширину или горизонтально. Готов мой второй квадрат, и далее я буду чередовать в шахматном порядке, делать один квадрат с горизонтальными полосочками, один квадрат с вертикальными. Каждый из них 7 на 7 клеточек. Процесс оказался очень увлекательный, и вот уже готов мой первый ряд. Во втором ряду я продолжу так продевать в шахматном порядке. Над вертикальными горизонтальные полосочки, над горизонтальными вертикальные. Для того, чтобы было удобно продевать, я взяла кусочек пряжи на 3 метра, и когда он закончился, я решила второй кусочек таким образом просто пришить. Я взяла тонкую нитку в цвет пряжи и соединила так на изнаночной стороне. Когда я буду продевать пряжу, и она вот так соберется, то этого соединения будет почти не видно. И дальше я также брала каждый раз кусочек пряжи на 3 метра, продевала, затем присоединяла новый. Вот такое аккуратное соединение. Вот уже готов и второй ряд, и я продолжу так заполнять всю основу. Обычно я сначала заполняю полностью основу, потом приступаю к боковушкам. Но дойдя до этого ряда, я поняла, что мне удобнее закончить ряд и сделать первую боковую часть, затем начать со второй боковой части и продолжить еще 3 ряда вверх. Боковые части я также заполнила квадратиками 7 на 7 клеточек. Получилось очень красиво. И вот уже готово и полностью все полотно. Мне уже очень нравится, как смотрится узор с этой пряжей. Все очень аккуратно, как на лицевой, так и на изнаночной стороне. Я люблю так продевать, чтобы потом не делать подкладку. Ну а если вы планируете сделать сумку с подкладкой, то можно заранее сэкономить пряжу. Продевать вот эти наши полосочки только на лицевой стороне, а на изнаночной каждый раз продевать соседнюю клеточку рядом, и будет вот такой пустой рисунок. И пряжа уйдет в 2 раза меньше. Осталось теперь сумку собрать, пришить боковые части, сделать обвязку и добавить фурнитуру. В описании к видео я оставлю все материалы, которые я использовала для этой сумки. А теперь давайте соберем наше красивое полотно в сумку. Приятная новость, что, возможно, на одну сумку мне хватит всего лишь одного мотка. Перед тем, как соединять боковые части, я пришила вот такое крепление для цепочки. Но лучше брать такое крепление сразу с карабином, так оно лучше будет держать потом цепочку. Я решила пройтись по одному разу вот в это соединение между квадратами и хорошенько зафиксировать. Получилось очень аккуратно и симпатично с лицевой и изнаночной стороны. Я пришила также и второе крепление, затем начала соединять боковые части. Тут я также прошлась по одному разу, продевая и захватывая клеточку с одной и другой стороны. Как и в случае с основным узором, я каждый раз пряжу поправляла, чтобы она была на лицевой стороне. И вот такие соединения получились. Далее я также прошлась по одному разу в каждую клеточку и обработала оставшиеся открытые края. Процесс создания сумки оказался довольно быстрый, хотя все было не так плавно, как на видео, и часто приходилось нить поправлять. Вот уже обработаны все края, и мне действительно хватило одного мотка на сумку. Далее я присоединила цепочку и пришила 2 магнитных замка. Для меня эти замки самые удобные, их можно просто пришить и ничего не нужно под них вырезать. И вот такая сумочка у меня получилась. Результатом я очень довольна. Работать с этой пряжей оказалось легко и быстро. Такую сумочку я сделала всего лишь за 3 дня. Это пока мой самый быстрый результат. И посмотрите, как красиво меняется пряжа в зависимости от освещения. Ну а как вам такая сумочка? Сделали бы себе такую?